Привет, друзья! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы познакомимся с удивительными животными, которые большую часть своей жизни проводят во сне. Можете ли вы себе представить, что некоторые создания могут спать около 20 часов в сутки? И это не просто лень, это их способ выживания и адаптации к окружающей среде. Задумывались ли вы когда-то, кто из животных является настоящим чемпионом по сну? В этом видео мы расскажем вам о самых больших сонях нашей планеты. От милых коал до загадочных ленивцев, от домашних хомяков до непробиваемых броненосцев. Эти звери всегда найдут время на продолжительный отдых. Мы объясним, почему сон так важен для этих животных и как они справляются с угрозами в своем безмятежном состоянии. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир, где сон становится способом жизни. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда первыми смотреть новые выпуски. А теперь садитесь поудобнее и давайте начнем. Белка. Оказывается, проворные белки еще те сони. Продолжительность суточного сна взрослой белки достигает в среднем 14 часов. Согласитесь, это немало. Такой долговременный отдых позволяет белкам быть действительно шустрыми и резвыми. Активными животные бывают только днем. Ночью они предпочитают отдыхать, дабы не попадаться на глаза хищникам. Эти пушистые существа обычно спят в гнездах из веток, листьев, перьев и иных мягких материалов. У белок, которые ночью спят, намного больше шансов выжить, ведь под покровом ночи очень многие животные выбираются на охоту, поэтому белки придерживаются режима, встают с рассветом и ложатся спать, прежде чем сядет солнце. Однако еще большими сонями, чем взрослые белки, являются их детеныши. Малыши на сон тратят по 20 часов в сутки. Хомяки. Эти маленькие очаровательные домашние животные днем обычно спят. Такое поведение зачастую вызывает тревогу у тех, кто только завел себе хомячка. Но не стоит переживать. Сон – важная часть жизни милого пушистика. Ночью хомяк занимается своими делами, а в дневное время суток может отдыхать от 8 до 18 часов. Сколько именно спит хомяк в сутки, зависит от его породы и размеров. Например, маленькие джунгарские спят по 8 часов, крупные сирийские – по 10 часов. Также на продолжительность влияет возраст. Старые особи могут спать 16-18 часов, что не будет говорить о нарушениях здоровья, а будет считаться абсолютной нормой. В отличие от человека, хомяки спят кратковременными периодами в течение дня, обычно разделенными на многочисленные короткие фазы сна и бодрствования. Они могут быть активными от нескольких минут до часа, а затем лечь немного вздремнуть. Бегемот. Бегемоты не самые активные животные. Они предпочитают вести спокойный образ жизни, не утруждая себя лишний раз. Большую часть светлового времени суток гиппопотамы проводят в воде, выставив лишь верхнюю часть головы и спины. Что они могут делать в такой расслабленной позе? Конечно же, спать. Это неспешное животное, дремлет, не вылезая из воды. Длительность его сна может составлять более 16 часов в сутки. Ночью бегемоты выходят на сушу и идут собирать траву, растущую близ водоемов. Когда уснут, могут поспать на земле. Да что там говорить, они в состоянии спать и под водой. Во время подводного сна, рефлекторно не просыпаясь, они поднимаются к поверхности воды для того, чтобы периодически дышать. Одного вдоха каждые 3-5 минут им вполне достаточно. Мирикина или трехполосый дурукуль. Маленькая ночная обезьянка встречается в тропических лесах в центральной части Южной Америки. Совиная обезьяна – такое название вы можете услышать из-за огромных круглых глаз животного, напоминающих совиные. Мирикины – единственный род высших приматов, ведущий ночной образ жизни. Днем обезьянки крепко спят, прижавшись друг к другу. Длительность их сна достигает невероятных 17 часов в сутки, но уже через несколько минут после захода солнца мирикины вылезают из своих спальных мест и занимаются своими делами до полуночи. После этого они вновь отдыхают 1,5-2 часа, прежде чем снова начать заниматься поиском пищи. Перед восходом солнца животные удаляются снова в места отдыха. Так как ночные обезьяны живут на деревьях, то зачастую спальными местами для них служат дупла. По характеру хорьки весьма живые и активные существа, которые идеально подходят для содержания в домашних условиях. Если вы решите завести этого зверька в своем доме, то будьте готовы, что на отдых он тратит большую часть суток. Хорьки очень любят спать и подходят к этому незадачливому делу со всей душой.
Если спят, то очень крепким сном, примерно 18-20 часов в сутки. Уснуть они могут где попало. Их сон настолько глубокий, что кажется, будто хорек без сознания. Разбудить их трудно, но это просто особенность зверьков. Теперь вы понимаете, откуда произошло выражение «спит как хорек». Зато когда они просыпаются, то с лихвой наверстывают время бездействия. Ведь чем активнее хорек, тем крепче он спит. Опоссум. Опоссумы обитают в Южной Америке. Они активны по ночам и отправляются на поиски корма после заката. Дневное время опоссумы проводят в убежищах. Когда заканчивается охота, животные больше всего любят немного вздремнуть. Хотя как немного? Примерно 18 часов. Для крепкого сна им даже не нужны особые усилия. Опоссумы приспосабливаются к любой окружающей среде, где есть укрытие, еда и вода. Чаще всего местом отдыха становится дупло дерева, либо какая-нибудь ветка. Особо заметно активность опоссумов снижается поздней осенью и зимой в периоды сильных заморозков. Но в зимнюю спячку животные не впадают. Сон их часто прерывается. Выглянет солнышко, пригреет, и зверек, хотя кругом лежит снег, просыпается, ищет, чем бы подкрепиться. Очень уж опоссумы прожорливы. Ленивец. Ленивец проводит во сне до 80% жизни. Эти животные – большие сони, которые спят не менее 10 часов в сутки, а иногда и все 18. Даже если ленивцы не спят, у них все равно включен энергосберегающий режим. Поэтому, когда ленивцы бодрствуют, они также долго пережевывают листья и молодые побеги. Неудивительно, ведь даже скорость их передвижения составляет всего 2-3 метра в секунду. Эти неторопливые животные проводят большую часть дня, болтаясь в кронах деревьев, где, собственно, и находится их дом. Они все делают на деревьях, рождаются, живут и спят. Им максимально удобно там находиться, почти не двигаясь, и спускаться на землю примерно раз в неделю только для того, чтобы испорожниться. Все правильно. Зачем напрягаться, когда можно все сделать в одном месте? Броненосец. Броненосцы – еще одни обитатели Южной Америки. Они живут на поросших скудной растительностью песчаных равнинах, на полях, а также на опушках лесов. Броненосцы – ночные животные, которые днем обычно прячутся в норы. Они активны только в темное время суток, а остальную часть дня проводят во сне. Длительность их сна достигает до 18 часов в сутки. Почему эти животные настолько сонные? Ученые до сих пор еще не выяснили. Возможно, их сильно утомляет охота, ведь броненосец – это машина для борьбы с насекомыми. Большую часть своих часов бодрствования животное проводит в поиске еды. Он может вынюхивать насекомых на глубине около 15 сантиметров под землей и легко откопать их своими сильными передними когтями. Кошка. Кошки спят в 2-2,5 раза дольше людей. Естественно, хочется лишь завидовать. Среднестатистический кот спит в сутки 16 часов. Отдельные особи могут дремать почти круглые сутки, а точнее около 22 часов. Любовь ко сну заложена у них в генах и объясняется их инстинктами. Кошки являются дикими хищниками, одомашнивание которых произошло не так давно. Длительный отдых необходим питомцу, потому что так он готовится к охоте. Сегодня отправляться за добычей домашнему животному не нужно, но инстинктивное желание накопить энергию осталось. Во время сна пушистые любимцы находятся в режиме энергосбережения. Сам сон не всегда глубокий. Наверняка вы замечали, что в течение дня животное периодически не дольше 30 минут дремлет. А почему бы и нет? К атаке нужно быть готовым всегда. Летучая мышь. Да сколько можно спать? Летучие мыши ответили бы практически всю жизнь. Они ведут ночной образ жизни, а днем спят. Но летучие мыши бодрствуют не всю ночь. В течение нескольких часов после пробуждения они охотятся, а затем снова засыпают. Животные проводят во сне 90% времени. Количество часов, отведенных для отдыха рукокрылых, колеблется в зависимости от вида животных и других факторов и может достигать 20 часов. С весны до осени летучие мыши активно питаются. Зимой зверьки впадают в спячку, которая длится от 5 до 9 месяцев. Все процессы жизнедеятельности замедляются, сердце во время спячки бьется несколько раз в минуту. Кстати, обратите внимание на то, как именно они спят. Поза вниз головой объясняется специфическим строением крыльев и лап. Большие летучие мыши не умеют вообще ничего. Ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Коала. Эта жительница австралийских эвкалиптовых лесов еще та любительница поспать. Что животное делает днем? Конечно же, спит, устроившись на ветке или в развилках ветвей.
Ночью она лазает по деревьям, отыскивая вкусные листики. Думаете, коала бодрствует всю ночь? Нет. На длительную активность не хватает времени, потому что в сутки зверек спит от 18 до 22 часов. Даже если коала не спит, она обычно часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними лапами. Коала неподвижна большую часть суток. Медлительность этих животных связана с замедленным обменом веществ, да и питание низкокалорийными листьями эвкалипта не позволяет вести активный образ жизни. Кроме того, ученые выяснили, что коалы, живущие в зоопарках, тратят на сон больше времени, чем особи, за которыми велось наблюдение в дикой природе. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, хотели бы вы хоть недельку пожить в режиме одной из этих сонь.